Иссык-Куль – одно из наиболее крупных озер, которые существуют в мире. Природную достопримечательность Киргизии называют драгоценной жемчужиной Азии. Водоем находится в северо-восточном регионе республики, в окружении горных хребтов Кунги-Алата и Терский-Алата, относящихся к Тянь-Шаню. По чистоте воды занимает второе место после Байкала. Повышенное содержание соли и мягкий климат не дают замерзать озеру даже при минусовых значениях температуры. Иссык-Куль с юга огибают высокие горы, хребта Терский с высотой до 5200 метров, укрытые степной растительностью. На севере находятся густые еловые леса. В озеро впадает порядка 80 малых притоков. Большинство из них образуются благодаря таянию ледников, которых в бассейне насчитывается порядка 800. В летний период из-за движения льда водоем озера пополняется до 40% объема. На западе довольно близко протекает река под названием Чу. Она не впадает в водоем, но в период весенних паводков через протоки часть вод вливается в озеро. Главная географическая примечательность Иссык-Куль – его расположение. Озеро находится на 1608 метров выше уровня Мирового океана. Космонавты, бывавшие в полетах, с удивлением обнаружили, что данный объект хорошо просматривается с космоса. Советский космонавт Леонов описывал озеро как очертания, схожие с рисунком человеческого глаза. Все истоки только впадают в Иссык-Куль, из него не вытекает ни одна река. Благодаря такой особенности, минеральные вещества накапливаются в нем, уникальный химический состав является лечебным для человека. По солености водоем превосходит все остальные озера, однако уступает морской воде в 5 раз. Высокая ценность состава объясняется сочетанием элементов – хлорид, натрий, магний, сульфат. Воды кристально-прозрачны и насыщены кислородом, внешне похожи на океанические. В зависимости от погоды и освещения вода меняет цвет, от лазурного до насыщенного синего. В древних китайских трактатах Иссык-Куль описывается как «теплое море» под названием Жихай. Научный интерес исследователей к озеру появился только в середине XIX века. Российские ученые изучали природные ресурсы водоема. В солнечный ясный день сквозь воду можно увидеть очертания руин разрушенного древнего города скифов, которому насчитывается около 2500 лет. Остатки неизвестной цивилизации были обнаружены в 2006 году археологами Славянского университета. Ученые предположили, что в городе шла оживленная торговля, поскольку он располагался вблизи Великого Шелкового пути. Ехать к озеру удобнее через Бишкек. В городе есть железнодорожный вокзал, а в 20 километров от него – международный аэропорт Манас. Дешевле и быстрее добираться на самолете. Аэропорт Бишкека принимает рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и ряда других городов. По северному и южному побережьям Иссык-Куля раскиданы с десяток курортных городов и поселков. Балыкчи, который находится на западном берегу, первым встречает отдыхающих на пути от аэропорта Бишкека к озеру. Именно поэтому в народе его прозвали западными воротами Иссык-Куля. Это далеко не самый популярный курорт киргизского Байкала, но многие выбирают его из-за хорошей транспортной доступности. В городе и окрестностях много гостиниц и семейных пансионатов. Распространен пляжный отдых, а из достопримечательностей – только древнее городище в соседнем Тору-Айгыр. Один из самых популярных курортов – Иссык-Куля, город Чилпон-Ата. Он находится на северном берегу, в 80 километров от Балыкчи. Рекреационные возможности этого местечка способны удовлетворить самого требовательного туриста, целебный горный воздух и минеральные источники для желающих поправить здоровье, водный спорт, альпинизм, дайвинг, снорклинг, трекинг, конный туризм и многое другое. Для тех, кто предпочитает расслабиться в отпуске, чистые пляжи и 5 подъемников, чтобы с комфортом подняться на вершину и оттуда полюбоваться горным озером. На юго-востоке Иссык-Куля расположился популярный горнолыжный курорт Каракол. Сюда приезжают лыжники со всей Киргизии и стран СНГ. Есть полноценная спортивная база со всем необходимым для активного отдыха. В 5 километров от Чолпон-Аты находится небольшой курортный поселок Бостери. Это отличное место для отдыха с детьми, широкий песчаный пляж, экстремальные аттракционы и аквапарк. Кроме того, туристов привлекает самый большой на Иссык-Куле выбор водных развлечений – катера, мотоциклы, бананы, парапланы и парашюты.
Здесь же расположена одна из крупнейших лечебниц. Тамчи – небольшое село на северном побережье, в 45 километрах от Балыкчи. Гостиницы и пансионаты находятся практически в прибрежной зоне. В непосредственной близости много минеральных источников с теплой и мягкой водой, а в самом поселке – санаториев и лечебниц. Главная достопримечательность – петроглифы Тамчи, которые датируются 1000 лет до нашей эры. В поселке Чоктал, что всего в 7 километрах от Тамчи, также есть своя термальная скважина и несколько пансионатов, специализирующихся на лечении минеральными водами. Для любителей активного отдыха – виндсерфинг, парусные яхты и лодки. Неподалеку от берега в воде просматриваются останки затонувшего городища. А вдоволь накупавшись, можно отправиться на экскурсию к древним курганам. Главный транспорт из Сык-Куля – автобусы. Правда, ходят они редко, некоторые 2-3 раза в день. Их главная задача – связать Бишкек с курортами Каракол, Бостыри, Чолпон-Ата, Джети-Агус, Балыкчи и другими, но и от одного населенного пункта до другого доехать можно. Немного чаще ходят маршрутные такси, отправляются обычно по мере заполнения. Железнодорожное сообщение развито слабо. Конечная остановка единственной ветки находится в ближайшем к столице городе Балыкчи. Дорога до озера занимает около 5 часов. Этот поезд ходит только в летний сезон. По озеру ходят катера, яхты и даже теплоходы. Главные пристани находятся в Балыкчи, Караколе и Покровке. Рейсового сообщения между городами и поселками нет. Единственный вариант для водных прогулок – арендовать транспорт у местных судовладельцев. Наиболее интересные туристические маршруты из Сык-Куля пролегают там, где не проедет даже самый универсальный внедорожник. В горы проложены пешие тропы, но быстрее передвигаться верхом, тем более в регионе хорошо развит конный туризм. Многие пансионаты предлагают своим гостям отправиться на экскурсию в горы на лошадях. Автомобильная дорога опоясывает все озеро по кругу и проходит через основные курортные города и поселки. Если в планах посещения нескольких населенных пунктов, то автомобиль – лучший способ передвижения в окрестностях Иссык-Куля. Позаботиться об этом стоит заранее, поскольку взять машину можно только в Бишкеке и крупных городах. Дороги местами сильно разбиты, поэтому лучше выбирать надежный автомобиль с хорошей проходимостью. К тому же проехать к местам стоянок древнего человека и другим историческим и природным достопримечательностям проще на внедорожнике, нежели на легковой малолитражке. В некоторых районах последнее будет и вовсе бесполезно. Лучшие места для пляжного отдыха сосредоточены в курортном городке Чолпон-Ата и местечке Бостыри. Один из самых комфортных и благоустроенных пляжей принадлежит санаторию «Голубой Иссык-Куль», расположенному на окраине Чолпон-Аты. Вход в воду пологий, побережье и дно озера песчаные. Работает прокат шезлонгов, зонтиков и спортивного инвентаря. Из развлечений – катание на бананах, катамаранах и прогулочных катерах, вход бесплатный. Пляж «Голубой Иссык-Куль» подходит для семейного и молодежного отдыха. Днем здесь удобно и безопасно купаться с детьми, а ближе к ночи открываются дискотеки. Городской пляж Чолпон-Аты привлекает отдыхающих прозрачной водой и пологим входом в воду, дно и берег покрывает чистый мелкий песок. Есть прокат катамаранов, зонтов и шезлонгов. Воспользоваться кабинкой для переодевания и укрыться в тени навеса можно бесплатно. За тихим уединенным отдыхом отправляйтесь на пляж Лагуна в пригородах Чолпон-Аты. Туристов здесь в разы меньше, как и инфраструктуры, редкие зонтики, прокат катамаранов и раздевалки. Зато прямо с берега отлично клюет карась, что и привлекает сюда местных и приезжих рыбаков. Один из самых знаменитых пляжей Бостыри, Золотые пески, принадлежит одноименному пансионату. Большой выбор развлечений на любой возраст и вкус собирает здесь молодежь и семьи с детьми. Дно и берег песчаные, вход в воду плавный, удобно купать малышей. На берегу большое колесо обозрения и другие аттракционы. Много водных горок, некоторые из которых ведут прямо в озеро. Вход на пляж бесплатный. Оздоровительный туризм – одно из основных направлений региона. Иссык-Куль – национальная здравница Кыргызстана, которая с каждым годом привлекает все больше туристов из России, СНГ и Европы. Причина тому – большое количество минеральных источников и термальных скважин, пансионатов и лечебниц.
Для тех, кто хочет отдохнуть бюджетно, путевка в санаторий – не лучший вариант. Сэкономить на питании и проживании можно, выбрав один из вариантов размещения в частном секторе неподалеку от пансионата, в котором планируется проходить лечебные процедуры. Большинство лечебниц расположены на северном побережье озера, в районе популярных курортов Чилпон-Ата, Бостери, Тамчи и Чоктал. Оздоровительный туризм на озере Иссык-Куль не ограничивается санаторным лечением. Целебный горный воздух, приближенный к морскому климат и широкие возможности для активного отдыха способствуют общему оздоровлению организма. Купание в теплой озерной воде, пешие и конные прогулки, дайвинг и альпинизм укрепят опорно-двигательную и сердечно-сосудистую системы, а минеральная вода очистит организм от шлаков и приведет его в тонус. Дайвинг на Иссык-Куле отличается от погружений в море, яркие кораллы и стайки цветных рыбок вы вряд ли увидите. Однако, и здесь есть на что посмотреть. Самое интересное направление – рэк-дайвинг. На дне озера сохранились древние городища и другие поселения, возраст которых превышает 2500 лет. Конечно, зачастую в поросших илом силуэтах с трудом угадываются почти полностью разрушенные строения, зато можно обнаружить предметы быта и даже изделия из золота и серебра. Дайверам стоит выбирать для отдыха Чолпон-Ату или Бостери, там находятся летние базы бишкекских дайвинг-клубов. Работают они обычно с середины июня до конца августа, когда температура воды позволяет погружаться на глубину до 17 метров. Для новичков проводится обучение, первый заплыв, только в сопровождении инструктора. Топ сувениров с Иссык-Куля венчают вкусные и полезные лакомства, мед и варенье. Также из съестного можно прихватить с собой грибы, свежие ягоды, фрукты и местную рыбку иссык-кульский чебачок. В сушеном и вяленом виде она точно не оставит равнодушными любителей пенного. На мед и варенье в аэропорту Бишкека нужно заполнить фитосанитарный сертификат, чтобы не возникло проблем с провозом через границу. Из несъедобных сувениров пользуются спросом изделия из войлока. В подарок старшему поколению прихватите теплые и удобные тапочки, молодым девушкам придутся по вкусу украшения и аксессуары, а детям – забавные зверушки и куклы. Самый популярный войлочный сувенир – национальный киргизский головной убор ак-калпак. Также местный колорит передают миниатюрные юрты, раскладывающиеся по принципу нашей матрешки, и куклы в национальных костюмах. Кроме того, в сувенирных лавочках полно футболок, кружек и магнитов с символикой Кыргызстана. Национальные кулинарные традиции Киргизии близки к кухне Узбекистана и других среднеазиатских стран. Особое место занимают блюда из мяса, одно из самых известных – бишбармак. И хотя это праздничное кушанье, для приготовления которого по традиции забивают барана, чтобы угостить самых дорогих гостей, попробовать его можно во многих ресторанах Иссык-Куля. Другие характерные для этих мест блюда из баранины – плов, шашлык и лагман. Из молочных продуктов обязательно попробуйте кумыс и курут – белые шарики, по вкусу напоминающие наш кефир. Еще два довольно специфичных кисломолочных деликатеса – айран и сузма. Для любителей выпечки на Иссык-Куле готовят лепешки, самсу, хошен и многое другое. Очень вкусные местные манты, в России таких точно не найти. Из алкогольных напитков спросом пользуются киргизские коньяки и бальзамы, их даже увозят домой в качестве сувениров. Многие туристы отдают предпочтение сорту Кыргызстан из-за оптимального сочетания цены и качества. Тем, кто предпочитает элитные напитки, стоит обратить внимание на Манас и Инисай, стоимость которых приближается к французским коньякам. Кроме мягкого климата, горного воздуха и целебной ярко-синей воды, о которых уже сказано, Иссык-Куль привлекает своими золотыми пляжами, горячими минеральными источниками и лечебными грязями озера, по сути, большая здравница. Но к оздоровительному эффекту от отдыха здесь прилагается еще масса впечатлений, ведь на Иссык-Куле уйма развлечений и мест, которые нельзя не посетить. Так что скучный санаторный отдых вам точно не грозит. Можно заняться трекингом, альпинизмом, отправиться в сплав по реке Чу или прогуляться на яхте по озеру. Познавательный туризм киргизы тоже сумели организовать хорошо. 4 вещи, которые нужно сделать на Иссык-Куле. Подняться в небо на дельтаплане, увидеть озеро с высоты птичьего полета и убедиться, что оно изумительно синее и прозрачное, видно даже дно. Посетить перевал Санташ, о котором сложена легенда,
Тамерлан много раз пытался покорить племена, жившие на берегу озера. В один из походов он приказал своим воинам взять в руки по камню и сложить из них гору. На обратной дороге уцелевшие сделали то же самое, гора оказалась вдвое меньше. Эти насыпи получили название Санташ, что значит «четные». Раздобыть телескоп и ночью любоваться звездами, что висят на расстоянии вытянутой руки в Чолпан-Ате. Хотя, можно обойтись и без телескопа. В мегаполисе такой роскоши точно нет из-за вечного смога. Нырнуть в глубины Иссык-Куля в снаряжении и своими глазами увидеть развалины древних городищ, найденные на дне озера. Климат Иссык-Куля умеренно континентальный и, несмотря на удаленность от морей и океанов, чем-то напоминает морской. Летом здесь стоит мягкая комфортная погода, зимой нет сильных холодов. Влажность на востоке и западе сильно отличается. В районе Балыкчи осадки выпадают в несколько раз чаще, чем в Караколе. Любителям пляжного отдыха стоит планировать отпуск на период с мая по сентябрь. В это время температура воздуха и воды позволяет купаться и загорать. Но поскольку это не единственное туристическое направление региона, поток отдыхающих не иссякает круглый год. Зимой особой популярностью пользуется горнолыжный курорт в Караколе. А для тех, кто приезжает поправить здоровье в санаториях, время года и вовсе не имеет особого значения.